Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Разумеется, код на данный девайс, а это Realme Neo 3, пишется на сам Realme Neo 3. Аналоги, какие у него есть, я перечислять не буду, об этом вы узнаете в ролике. Логично, что BBK уже делала подобное, и фактически это реплика реплики одного из их суперсмартфонов в плане популярности. Внешне он классный, вход я на него перезаписываю. Почему? Честно, потому что был пересвет. То есть, проще говоря, была безумно солнечная погода. И если смотреть, и если вы первый раз видите мой канал, у вас будет желание закрыть ролик. По факту, какой бы смарт это ни был, Vivo V70, V80, iPhone 13 Pro Max, они бы справились примерно одинаково. И даже этот супер урбанистический вид, даже эти серые цвета с телефонами дружат лучше, чем что-нибудь из разряда солнца прямо мне в лицо, когда половина видна, вторая половина не видна. Но не об этом рассказ. Это один из самых сбалансированных рилмевских смартфонов. Хотя глобалки еще нет. Ту глобалку, которую они выкатили в Индии, стоит просто космос. А по всем этом, разумеется, я расскажу в ролике. В целом, девайс а-ля флагман. А-ля, потому что BBK не любят фронталки. Так что, если вы хотите в запрещенной России сети что-то выкладывать, это не ваш вариант. Во всех остальных случаях радуйтесь, вы нашли идеальный смартфон. Смотрим. Он у меня вскрыт, потому что, скорее всего, они решили сюда поставить Google сервисы, которые я не просил. Но ладно, Play Market АПКшку мог бы я сам поставить, но ладно. 8 гигабайт оперативки, 128 на борту, разумеется, есть несколько вариантов данного смартфона. Я приобрел эконом-класс. Почему? Потому что эконом в моем случае и с моим опытом на Авито намного проще продается. То есть я сначала сделаю обзор, покажу с ним, а потом буду, разумеется, продавать, чтобы еще что-то купить и вам рассказать. Достаем мы смартфон. Сами видите, белый с синим, наверное. Хотя это ближе к фиолетовому. Что я первое вижу? Вижу довольно легкий аппарат. Очень сильно он похож на Realme Neo 2, Realme Neo 2T, Realme Flash Edition. И по большому счету это копипаст одного из смартфонов, которые еще будут на обзоре. Я о нем говорить не буду. Но, разумеется, это война. Xiaomi против Realme. 188 граммов вес. Чехол довольно лояльный. Серенький, силиконовый, простой. Стоимостью, наверное, $1 или 50 центов. Защитная пленка на борту, а-ля фобка, не фонтан. Спасибо за чехол. Спасибо за зарядку. Китайская версия зарядки на 80 Вт. Я купил вариант без 150 Вт. Да, сэкономил. Вот ты довыделывался, называется, с экономией своей. Но, если честно, был уверен, что девайсы мне не придут, потому что все это дело, еще раз повторяюсь, почти 3 недели висели телефоны, а потом они резко оказались на моей почте. Я имею в виду K50 Pro, Realme C35. Слот для 2 сим-карт физических. К сожалению, карту памяти запихать нельзя. Плохо Realme. Симметричный Type-C-шник, нет мини-джека, нет ЭК-порта, в руке лежит удобно, выглядит как будто вы бесстрашный человек, живущий в Российской Федерации, во всяком случае по расцветке. Все по большому счету. Сейчас я проверю его размеры. Как быстро зарядка будет отрабатывать, я вам сообщу. Кроме того, что здесь две вспышки и по большому счету я не вижу здесь направленного микрофона, я ничего вам сказать не хочу и не буду. Я вообще сторонник того, чтобы не проверять аппараты, не читать и не смотреть про них, пока сам не прогонишь. То есть я прогоняю, а потом уже смотрю, что обещает производитель. С блоком камер толщина всего 10,8 мм, без блока 8,5 мм толщина, ширина аппарата 75 мм. Высота девайса 163 мм. Цвет, блеск, красота. Сразу минус для меня лично, это фронтальная камера находится по центру. Я люблю, когда Realme делают красиво, когда они выносят либо вправо, либо влево. Хотя большинство пишет, что это не особо удобно, но мне вот удобно так. Уже изначально был смартфон, получается, без меня активирован. И стоит Play Store. Заряда осталось здесь 50% стандартно. То есть они его, скорее всего, зарядили полностью и отправили мне в выключенном состоянии. За 3 недели он просел на 50%. Это не критично. Смартфон изначально мне нравится, потому что я не вижу здесь никаких подбородков. Фронталка довольно маленькая.
Плохо, что нет мини-джека, плохо, что не запихать карту памяти. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь в болталку. Там 11,5 тысяч человек, уже почти 12 тысяч. И в телеграм-канал скидок. Подписывайтесь с колоколом на этот канал. Пишите в комментах, что еще купить для обзора. Перейдем же к смартфону. И к слову, я сделаю на него прожарку, и вы в этой прожарке в онлайне сможете увидеть результаты всех тестов, какие только есть. Если у вас какие-то вопросы останутся, сможете их мне задать. Стрим сохраню. Приобрести Realme GT Neo 3 можно в черной, синей или белой расцветке. Дизайн привлекательный, гоночные полосы смотрятся неплохо, во всяком случае интересно. Тыльная часть по ощущениям из матового стекла, по факту так оно и есть. Рамки алюминиевые, а с фронтальной части экран закрыт Corning Gorilla Glass 5 версии. Не Victus, не последний, но все равно неплохо. В руке без чехла лежит удобно, грани не натирают даже при длительном использовании, если вы вдруг решите его без чехла носить. Материалы марки, но отпечатки на тыльной части смартфона не особо заметны. Сборка хорошая, но есть некоторые части корпуса, которые можно было оформить и лучше. На корпусе расположена кнопка питания с текстурной поверхностью, качели регулировки громкости, люфт у кнопок небольшой, но есть. Далее разъем USB Type-C версии 2.0, 2 микрофона, динамики, 2 основных и 1 разговорный, звучание здесь стерео и Dolby Atmos, разумеется, на борту звучание очень хорошее. Мини-джека и ИК-порта не завезли, что довольно странно, я считаю это фейлом, так же, как и отсутствие места под microSD в слоте, в который можно запихать только 2 сим-карты. И всем, кто пишет мне, мини-джек это атовизм, мини-джек это плохо, друзья, не существует реально наушников беспроводных, которые бы давали меньшую задержку, чем задержка по проводу. Она все равно существует, разумеется, но она, опять же, при любом раскладе будет вам незаметна, как и мне. Так что играть при любых раскладах лучше на проводах, если вы проф. Официально о защите от влаги не заявляли, но салазки прорезинены, что хорошо. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 точек. Наш любимый Full HD+. Соотношение экрана к корпусу бодрых 94,2%, и это намного больше, чем вчерашний смартфон Xiaomi Redmi K50 Pro, у которого чуть больше 89. Контрастность 5 миллионов к 1, глубина цвета 1,7 миллиарда цветов, 100% широкая цветовая гамма DCI-P3, матрица экрана абсолютно плоская, как я люблю. Плотность пикселей 394 ppi, как по мне, это достаточно, но если бы было 400 ppi, было бы куда лучше, и я считаю, что это был бы золотой стандарт. Почему? Потому что когда 4 сотни, вообще пикселей не видно. Правда, и при 394 тоже не видно, но все равно было бы приятнее 400 озвучивать. При прямом попадании света на экран, к примеру, в солнечную погоду, на улице яркости слегка не хватает, но пользоваться смартфоном можно без проблем. Хватит вам яркости при включении автояркости. Частота обновления экрана 120 Гц, на выбор также и 60 Гц автогерцовка. DC-диминг в наличии есть, но его включить можно только в режиме разработчика. Шим без DC-диминга на 100% яркости 5,2%, на 50% 67% и это космос, на минимальной 20%, на нуле 9%. Показатели шима не радужные и DC-диминг не особо спасает, но лично я дискомфорта от экрана при использовании смартфона вообще не ощущал. Автояркость работает быстро, под освещение подстраивается хорошо. Под разными углами тон картинки слегка бросает в теплый оттенок, Always On Display в наличии вдобавок полноценный. Далее, мультитач есть и на 10 пальцев откликается он моментально. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, с поддержкой теста сердечного ритма и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо и довольно быстро. Внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом. Регистрировать биометрические данные можно только одного лица, и это не очень хорошо. Подбородок внизу экрана минимальный, и рамки, к слову, практически незаметны. Цветопередача у экрана хорошая, мне лично слегка не хватает яркости, но в целом картинка четкая и насыщенная. Летим дальше. Процессор MediaTek Dimensity 8100 5G с техпроцессом 5 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,85 ГГц. Графический процессор Mali G610MC6, интерфейс Realme UI 3.0 и Android 12 версии. Оперативная память LPDDR5 доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128 или 256 гигабайт, как по мне. Мало, вдобавок, напоминаю, расширить память, вставив microSD, возможности нет. Хотя UFS 3.1 это очень шустрая штука, и хорошо, что они туда ее запихали. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, круто. Поддержка ненужных на данный момент нам 5G сети, опять же мне. Возможно, вы живете там, где они есть. Одновременно с 2 сим-карт можно 5G использовать. 4G имеет только 7 бенд, 20 бенд не завезли
перевезли в китайскую версию. Напоминаю, что я рассказываю вам о китайце. Тем не менее, связь ловит смартфон хорошо. Звучание при звонках отличное, микрофоны отрабатывают на ура. Датчик приближения за время использования не подводил, что особенно радует. Запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи разговора. Dual VoLTE на борту, VO Wi-Fi лично я не обнаружил. Возможно, вы найдете, либо с новыми прошивками каким-то магическим образом она прилетит. Вибромоторчик меня очень порадовал, так как настроить его можно, как и интенсивность сенсорного отклика и интенсивность силу вибрации. Bluetooth версии 5.3 это второй у меня смартфон с этой версией Bluetooth на тесте. Первый был вчера смартфон под названием Xiaomi Redmi K50 Pro. Обзор, к слову, вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. NFC поддерживается, вдобавок площадь сенсора увеличена, и по заявлению производителя NFC работает под любым углом, в любом месте на смартфоне. Из навигации на борту GPS от GPS, Beidou, GLONASS, QZSS и Galileo. GPS-тест в городских условиях показывает точность стандартно для Dimensity 1 метр. Емкость аккумулятора 5000 мАч. PC-Mark я прогонял 2 раза. В первый раз он выдал 7 часов 35 минут, а осталось 20%. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. А вот второй раз я проводил тест в автогерцовке. Он выдал мне 7 часов 40 минут и максимальной яркости экрана. Особо ничего не поменялось, как вы видите, так что можно максималку ставить. В среднем до 100% он у меня заряжался за 38 минут с нуля. За 30 минут просмотра видео на YouTube ушло 8% заряда при 100% яркости и 120 Гц. За час игры в Genshin Impact улетает 26% заряда при 100% яркости, 120 Гц в максимальных настройках графики. Играть довольно комфортно, фризы присутствуют, но редко. Яркость смартфон у меня не понизил, что радует. И фризы здесь скорее зависят больше не от железа даже, а от самой оптимизации игры. Постоянно Genshin что-то придумывает. Для максимального комфорта я лично в Genshin Impact выставил высокую графику, либо можно воспользоваться режимом GT версии 3.0 для оптимизации игрового процесса. В более легких играх, которые не требуют большой производительности, Realme GT Neo 3 справляется на ура. Беспроводной зарядки не завезли, но есть функция OTG. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит с хорошими результатами. 286 гипсов минимально, максимально 386 гипсов и в среднем 328 гипсов на 100 потоках при 30 минутах использования. В Geekbench 5 в сингл-коре 966, в мультикоре 4047, в 3D Mark показал Wildlife 5511, Wildlife Extreme 1314, Wildlife Stress Test 3385, Wildlife Extreme Stress Test 1482, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. В Antutu выдал результат 805 тысяч попугаев, Storage тест показал хорошие 56 тысяч. На холодную 45-минутный стресс-тест прошел отлично, результаты вы видите на экране. Результаты теста искусственного интеллекта 851 тысяча, что очень даже круто. В этом смысле BBK молодцы. Основной блок камер состоит с тыльной части из 3 модулей и двухцветной световой вспышки. Напоминаю, что направленного микрофона здесь нет, это такой приличный фейл. Основной модуль Sony IMX766 с оптической стабилизацией на 50 мегапикселей. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и макрокамера на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS с основной камеры, цифровая стабилизация также на борту. Для видеосъемки и фотосъемки в стоке достаточно много различных интересных режимов, что хорошо. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей с датчиком Samsung S5K3P9. Находится он по центру в верхней части экрана на небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. Фотографии получаются довольно хорошие и детальные. Видеосъемка с основного модуля с хорошей цветопередачей. Стабилизация отрабатывает не наилучшим образом. Короткие примеры вы сейчас увидите. Neo 3 фронталка, и как не прискорбно это признавать, только 1080p. С другой стороны, по мне, по ощущениям, есть легкий роллинг-шаттер, но цвета передает прямо, опять же, и детализацию для такого разрешения отлично. Хотя это смотря как смотреть. В целом примеры вы будете видеть весь ролик. Что позади меня вы также видите, и это различимо, но у BBK я бы сказал, что это легкая проблема с фронталками. Опять же, не считая Vivo и не считая каких-то премиальных телефонов, не хотят они в некоторых своих моделях ставить что-то с 4К, а зря. Основная камера максимум 4К, съемка с одной руки, Гражданский проспект, вечер, света более чем достаточно. Я бы сказал, что сейчас можно считать условия съемки идеальными. Картинка по мне слегка жалейная, если снимать с 2 рук, не двигаясь. Вы видите, что получается? Ну а если в движении с 2 рук,
Вы тоже видите, что получается. Наверное, микрофоны в идеале должны работать хорошо. Обычно у Realme с микро все в порядке. А вот со стабилизацией по мне беда. Притом даже не легкая, а прям беда-беда. Но опять же, это мое видение того, как снимает данный смарт. Съемка на ультраширик возможна только в 1080p. Такое ощущение, что какой-то копипаст какого-то другого Realme, правда? Но зато внешка хороша. Процессор, в принципе, по мне пока не подводит. Экран мне нравится. И в целом аппарат, к сожалению, на свою стоимость. Потому что обычно я привык говорить, что аппарат значительно круче, чем стоит. Нет, в этой ситуации это не GT2, это не GT2 Pro. У меня пока нет желания прыгать и хлопать в ладоши от радости. Я бы чуть-чуть на их месте ценник бы опустил. Но пока они не опускают. Будем ждать. В целом, даже на старте продаж, учитывая, сколько он стоил, смартфон интересный. Фееричным его не назвать, но интересный. Во всяком случае, по съемке. Вот она, основная камера 4К 60 FPS. В 60, конечно, картиночка становится совсем по-другому ощущаемая. Опять же, нужно будет смотреть, разумеется, все это дело на большом экране. Со стабилизацией лучше ничего не стало, но вот сама плавность даже на экране видна невооруженным взглядом, без всяких пауз и замедлений. Насколько хорошо все это дело работает с автофокусом и всем остальным, еще и ночью, и днем я тоже еще буду мучить этот смарт, он мне интересен. Пока автофокус серое какое-то месиво перед собой в виде краски на столбе не видит, но сейчас уже видит. Раз, два, три. Не назвать автофокус идеальным, но какой есть. Для этого и нужны обзоры и тесты, правильно? Опять же, с прошивкой, возможно, допилят. Зал 4К 60 FPS. И попытка снять с двух рук. X. Максимум X10, даже в помещении, как вы видите, приличные шумы. Маленький прием фронталки, пример вечером, и сейчас пока еще не очень темно, но уже не светло. Сейчас вы видите, как в варианте смеркалось снимает данная камера у фронталки у Neo 3 в, опять же, 1080p. Ну и ночная съемка, пример, во всяком случае, сразу с двух камер, если у вас есть необходимость оценить, насколько хорошо смартфон при недостаточном освещении может снимать. Сразу вам и фронтальная камера, и основная камера. Единственное, здесь, в отличие от того же K50 Pro, который я тоже сейчас одновременно с ним тестирую, возможности менять окна в онлайне нет. И может быть это и неплохо, с одной стороны. С другой стороны, по идее, мощности этого смартфона должны позволять программно эти штуки делать в режиме реального времени, и выглядят они, конечно, интересно. Вопрос в другом, что нужна ли вам эта игрушка, двухоконный режим, самое главное в наличии. Разумеется, у основной камеры вы можете делать X2, максимум, кстати, это если кликом, а максимум целых X10. И возвращаться резко обратно. Здесь очень подло, но эффективно, как вы видите, в стандартной моей локации, которую я все время снимаю, да, добавили освещение. Были отключены раньше эти лампы. Печаль. Но вот так примерно вас будет снимать смартфон. Сейчас я буду тестировать на любимой гайке автофокус у него. Note 4K 60 FPS, моя любимая гайка. Автофокус. Раз. Автофокус. Два. Очень плавно, но не так шустро, как хотелось бы. И ну, поможем чуть-чуть ракурсом. Вот под этим ракурсом очень быстро ловит. Днем даже нет смысла теперь тестировать. Все и так хорошо видно. Вот она, нелюбимая локация для всех моих смартфонов. Донор виден. Не сливается. Если делать X, даже можно
И на X10 рассмотреть надпись. Круто. Realme молодцы. Сейчас включу ультраширик, чтобы вы попечалились. Максимум 1080p, ночь, ультраширик. И вы сами видите, что смысла его тестировать в ночное время однозначно нет. Уникальные кадры. Ночь, Мурино, утки. Утки ночью рядом с метро в Мурино. Ну, прямо не зря в начале 3-го вышел. Селезень и уточка. Как снимают, вы видите. 0 ретуши. Переход. Ужасное освещение. И вы видите, что фронталка у Realme справляется лучше, чем некоторые редмевские телефоны, но отличным тоже ее не назвать. И, разумеется, дом кино. Немного фонтана. Realme Neo 3. Немного фронтальной камеры, 1080p, день, великолепное просто освещение. И вы сами видите, насколько хорошо или плохо аппарат может снимать. Позади меня практически ничего не видно, и это его не отлично характеризует с одной стороны, с другой стороны меня видно более чем хорошо. И BBK всегда почему-то вот в таких трубках до, наверное, $1000 не думают о камере. Не считая старых аппаратов топов из разряда Vivo 60 Pro, 70 Pro. 80 Pro я, к слову, уже купил, и он в пути. Буду скоро вам рассказывать. Правда, китайская версия, да и ладно. Учитывая, что стоимость 60, а не 160. 4К и Московский проспект после дождя. Кстати, мне кажется, что все равно голубой цвет он точно перекручивает. Если против солнца снимать, вы сами видите, как он справляется. В целом, кстати, молодец телефон. Еще немного фронталки днем. Видите пересвет. Надо сейчас еще раз подойти на солнышко. Со стабилизацией все хорошо, а вот ракурс нужно однозначно выбирать, чтобы телефон может нормально вас снимать. Даже при таком волшебном освещении. Минусы: нехватка слегка яркости экрану, если он не в автомате. Нет мини-джека, нет ЭК-порта, нет возможности расширить внутреннюю память. Также хотелось бы для фронтального модуля 60 FPS. Разумеется, я не особо рад Mediatek, потому что хоть Dimensity отлично работает с обвесом, с GPS-тестами, все остальное, вы понимаете, что при любом раскладе, какой бы он ни был, этот топовый процессор, в первую очередь все оптимизирует под Qualcomm-овские процессоры. Те же программы в первую очередь к iOS-системе оптимизируют. Вы можете со мной спорить, не спорить, но мои, можно сказать, 4-годовалые тесты с любыми девайсами говорят о том, что если к чему-то девайс не подключается, это Android, допустим, качает ту же программу на iOS-системе, обновляя ему прошивку, это бывает и с наушниками, и с часами, и с квадрокоптерами DJI, и после этого подключая благополучным образом, вспоминаем Fimi, который не подключался у меня вообще к Android, после этого к Android. Вот такие вот дела. Примерно то же самое с процессорами, опять же, это мой user experience, у вас он может быть абсолютно другим. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она очень даже выгодная, опять же, если не смотреть на процессор. Если промокоды смотреть в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, очень много интересного сейчас выгружается. Понятно, что в самом Китае было несколько месяцев закрытия производства из-за пандемии, и поэтому мало новинок с одной стороны, с другой стороны мало реально экземпляров отгружается, но так как спрос у нас упал, все в принципе уравновешивается. Пандемия уравновешивается нашей операцией. Так что, по большому счету, всем всего хватает. Все, что я обозреваю, я купил на Али. Даже OnePlus Ace летит мне. Скоро будет Realme C35. Помимо этого, было еще несколько смартфонов. Смотрите на канале. Все новинки, что GT2, что GT2 Pro. На территории Российской Федерации я, по-моему, делал обзоры первыми. Нравятся мне BBK. И плюс они очень легко уходят по тем же ценам, что и на Алиэкспрессе, на Авито. Я ничего не теряю после обзоров, и это хорошо. Если хотите сравнение этого смартфона с, допустим, с Redmi K50 Pro, пишите, потому что, хотя разница в цене приличная, по железу все очень даже близко. Но это мое субъективное мнение, у вас может быть другим. Резюмировать можно довольно просто. В первую очередь нужно помнить, что у Realme в прошивке всегда есть русский язык. То есть вам нет необходимости ждать с одной стороны глобалку. С другой стороны, можно и подождать глобалку, например, как GT2 Pro. Но здесь картина маслом. Realme GT2 Pro, обзор на который был на канале, Realme GT2, обзор на который был на канале.
торгуются на Алиэкспрессе просто по нереально вкусным ценам, но нет ни одного человека, кому в глобалке бы его послали. Я писал нескольким магазинам, китайцы говорят, что они торгуют, но в наличии пока его нет. Та же самая история была с глобалкой Redmi Note 11 Pro, именно глобальной версии, та, которая убогая. Обзор уже на канале, но высылали мне ее 68 дней. И вот, скорее всего, будет примерно та же история, когда появится Realme GT Neo 3 глобальной версии. Вполне возможно, ее просто либо сметут, либо ее не будет по каким-то причинам. Причина первая, мне кажется, и последняя, это то, что подобные смартфоны, подобные модели сметаются, в принципе, в Китае, и их и там не хватает, если посмотреть. То что удивляться, если когда их будут продавать в глобале, их может не хватать нам. Это негативный опыт. Мой негативный опыт, у вас может быть другой. Девайс своих денег однозначно стоит. На данный момент покупать на Али можно. Вот сегодня я покупал даже сбербанковской картой МИР. Я очень сильно удивлен, хотя Киви мне обрубили, а у меня там доллары. Ну ладно, купил за рубли. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, на что бы вы еще хотели увидеть обзор. Разумеется, на Narza 50 обзор уже был. На Redmi K50 Pro обзор был, разумеется, на Redmi K50. Poco F4 GT мне, конечно же, еще не послали, как и большинству купивших. И еще очень много смартов будет впереди. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что еще купить на обзор. Может быть, не знаю, какой-нибудь Oppo-вский Find X5 Pro купить девайсу. Да? Добра и удачи вам, дорогие друзья.